Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. У кого какое время и какая страна, и с вами я, опять Вивьена. И на канале, где мы смотрим, что будет, что, где, когда. И сегодня у нас такой будет и расклад, и отливка воском, магия воска. Что в письме от судьбы? Какое пророчество? Вам письмо от судьбы, пророчество, что ждет вас в будущем. Смотрим и на воске, и обязательно посмотрим и на картах. А кому надо лично, пожалуйста, мои контакты под видео в описании. Пишите, пожалуйста, буквами WhatsApp, Viber, Telegram. Плюс, а потом все цифры номера. Сначала плюс. Такой международный стандарт. И начинаем. А вам большое спасибо за донаты. Кто смотрел видео на чечевице, кто смотрел отливку на втором канале, посмотрите отливку на втором канале. Это отливка сильная на свинце и вас. И если вы в паре есть мужчины, и там можно посмотреть эту отливку на вашего, например, и начальника. Она универсальная. Обязательно энергообмен. Не забывайте об этом. Не делайте такое, чтобы духи и силы, которые выше вас, забрали у вас то, чего вы не хотели бы отдавать. Лучше всегда отдать чуть-чуть монетами, чуть-чуть чем-то другим, но это будет лучше. И теперь начинаем. Начинаем. Успокоились, слышите только мой голос. Вы знаете, что Вивьена лечит голосом. Ее голос лечебный, голос гипнотический, по роду и от галактических воплощений. Вы же знаете, откуда Вивьена, кто со мной давно. И теперь будем смотреть. Нам судьба наша, хотя судьба зависит и от нас, прислала письмо. И что она нам напророчит в этом письме? Левая рука судьба, правая вы. Что вам судьба будет пророчить? Вам говорит, что у вас идут какие-то материальные поступления через 12, примерно 12 цифр, 12 часов, 12 недель, 12 дней, может быть и 12 месяцев. Остерегайтесь какого-то человека с большим носом, который сует свой нос не в свой вопрос. Человек этот полного телосложения, и это вам передает судьба. Да, еще он хвостатый. Такой человек, который много болтает. И не то, чего ему надо. Что вам пророчит судьба? Так, будьте осторожны, на вас действительно идет какой-то негатив. Этот негатив может быть не обязательно кто-то специально шушу-мушушу, потому что негативы бывают просто от... Тут человек маленький. То есть, знаете, может быть, у некоторых будут неприятности от детей, от внуков. Но негатив – это не значит, что порча. Это какие-то могут быть... неприятности, может быть, двойку принесет, а может, еще что-нибудь, кто старшие дети. Так, что вам еще говорит судьба? Она говорит, да, сходите, вот прям тут предупреждение, сходите, пожалуйста, если кто-то верует, сходите в церковь. Я против всегда церковных таких. Или возьмите, почистите дом. Да, у вас рядом в доме, вот оно, это рядом в доме есть женщина, которая вхожа в ваш дом, которая своим каким-то энергетикой забирает у вас энергию и денежную энергию, денежный эгрегор. Женщина, которая притворяется вроде бы как другом. У кого-то это свекровки могут быть, у кого-то даже и мамы. Но она несет негатив. Так, идет у вас прибавка, я вам уже сказала. Ждет вас... Вот знаете, вот будут какие-то, в общем-то, неприятности, сказала, от детей или от какого-то маленького человека. Но знаете, это будет потом в радость. Я не знаю как, но
какой-то негативчик перейдет в радость. Научитесь улыбаться и радоваться, даже когда плохо. И об этом говорит всегда вам Вивьена. И она вам об этом всегда говорит и дает разные методики в нашей группе Telegram. Ссылка под видео и в описании. Что еще судьба? Так, у кого-то идет. Если вы пройдете какое-то обучение, то у вас будет рост какой-то, карьерный или в чем-то, в знаниях. У кого-то карьерный, у кого-то в бизнесе. Ой, у кого-то идет прям четко. Девочки миленькие, кто желает ребенка, судьба говорит. Самое время, самое время. У кого-то пополнение. И это будет от человека, который идет к вам с какими-то дарами. То есть не обязательно беременность. Идет человек к вам, мужчина с дарами. У кого-то это будет первоапрельская шутка. Новогодний сюрприз. Так, вот я смеюсь. Что еще? Да, есть. Вот говорю, эта женщина не отходит. Женщина, которая вхожа в ваш дом или следит за вами через интернет, потому что здесь идет эфир. Ну, она больше ближе в дом, который притворяется, что она пепел, у меня вышло прям по-грузински слово, бабочкой. На самом деле она бабочка. Чка. Так, что еще? Я вам сказала про срок. Так, идет еще у вас через три срока. Я всегда говорю 3 срока. У кого по-разному. 3 часа, 3 дня, 3 недели. 3 срока идет, знаете, прям как... Знаете, идет такое, что вы получите известие, может быть, через сон, от людей, которые ушли уже в мир иной, и как-то необычно получите. Может быть, через сон, может, еще как-то. Это вам говорит судьба. Что вам еще говорит судьба? Судьба еще раз говорит, перестаньте причитать. Вот кому-то говорит, что хорошо бы помолиться, но с другой стороны тут идут, помните о своих предках. Вот прямо вот тут человек такой выходит, о предках, о своих. Помните о своем роде и не говорите, что они в чем-то виновны, потому что вы живете свою жизнь и отрабатываете то, чего, если даже они и натворили, то в вашей жизни вы все это можете воплотить. Да, здесь идет, видите, темный идет воск, что надо чиститься, и любая отливка, здесь я, конечно, вас вычищаю, но это не до конца. Так, отошло. И теперь, что нам хотят благоприятное сказать? Благоприятная, да, какая-то прибыль. И, да, вот лягушка вышла, лягушка какая-то прибыль. Ну вот, говорю, кто-то, отодвиньте того, кто вам закрывает денежный канал. Так, это у нас такая отливка. Сейчас я вам ее приближу. Посмотрите и в комментариях напишите, а вы что видели и что видите уже на конечной отливке. Я вижу, что у вас действительно здесь от духов идет подарок. От хороших духов, белых, светлых, замечательных. Так, теперь мы... Как обычно, я всегда вам показываю еще. Мы смотрим еще на картах. И кому еще раз говорю, кому надо лично, то, пожалуйста, обращайтесь. Ну, а теперь мы посмотрим еще и на картах. И смотрим на картах, какое письмо от судьбы, что оно нам в будущем пророчит. В будущем она говорит, что вот здесь карта влюбленная, но это не только о влюбленности говорит, это говорит о том, что вы просто расцветете. Ну, конечно, расцветете, вы замечательная наша, замечательная. Кто девочки смотрят. Что говорит она? Да, говорит, что надо обратиться к своему роду, и которые передадут вам через что-то какие-то тайные знания, через сны, через какие-то... Вы находитесь, что вам говорит судьба, что вы находитесь в каком-то колпаке или как за решеткой, но это кто-то вам мешает, это кто-то ставит, да кто ставит? А ставит какая-то женщина с метлой. И как же я сказала, так же, как перед этим на отливке, я смотрела вам, посмотрите ее, она говорит вам
о том, что эта женщина вхожа в дом. Что судьба? Ну, кто, девочки, у кого ребенок, да, могут быть сомнения, что ликвидировать, допустим, беременность, но тут идет все-таки, что ребенок от высших сил. Если вы скажете, да мне уже там 100 лет в обед, и я уже со ступой еле-еле хожу, мне не до детей. Я вам говорю о тех, кто деторожденный, а у кого, кто не может детей рожать, уже время подступило, но все же всему в свое время, здесь будут какие-то проблемы именно с вашими детьми, с вашими очень близкими. Да, и надо будет поставить точку. А кого дети? Да, и вот говорю, все время выходит, что есть кто-то, женщина, которая очень много вам перекрывает. У вас белый котик, она на него посмотрит, у нас черным становится. Что еще вам приготовила судьба? И судьба вам говорит, что вы выявите этого врага, и вам откроется денежный канал. И нужно провести чистку. Кому-то надо это сделать молитвами, заговорами, кому-то это надо сделать на каких-то отливках. Здесь нужно сделать обязательно чистку. И тут еще раз вам говорится, что надо сходить кому-то на могилу, кому-то еще нужно вспомнить о своих родственниках, потому что они дадут вам какой-то знак, которые ушли в мир иной. И сделать вам нужно какой-то визит к своей или подруге, или наставнику, или учителю. Ну, смотрите по-своему. Да, она вам даст что-то такое, как свет, вот распахнет вам двери. Это может быть наставник, учитель, мастер, у каждого свое. Вот такое нам благоволят звезды. Пишите «принимаю», «приобретаю». Пишите в комментариях «принимаю», «приобретаю», свою судьбу творю своими руками. До новых встреч. Пока-пока. С вами была Вивьена.